Итак, друзья, посмотрите, вот такая красота у меня получилась. Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой кулинарный канал. Сегодня мы с вами приготовим настоящий кетчуп. Попробовав этот рецепт, вы перестанете покупать кетчуп в магазине. Мы вам это гарантируем. Мы с Алексеем уже его попробовали на нашем мукбанг-канале. Это очень вкусно, рекомендуем на 100%. Ссылочку на наш мукбанг-канал оставим вам внизу в описании под этим видео. Переходите, дегустируйте вместе с нами и готовьте тоже вместе с нами. А также, кто еще не знаком с нашим семейным каналом, совсем недавно мы переехали в Турцию. Все эти замечательные рецепты снимаем из нашей турецкой квартиры. Ссылочку на семейный канал оставим внизу в описании под этим видео. Переходите, знакомьтесь, добро пожаловать, будем рады видеть каждого из вас. Ну а сейчас оставайтесь со мной, я вам подробно расскажу, как приготовить вкуснейший кетчуп в домашних условиях. Мы начинаем. Итак, чтобы приготовить вкуснейший домашний кетчуп, нам потребуется 3 килограмма хороших спелых помидоров. У меня сорт сливки, 3 килограмма. Значит, 270 грамм лука. Плюс-минус можно до 300 грамм лука брать. А также 500 грамм зеленых кислых яблок. Также нам потребуется 50 миллилитров яблочного уксуса, 2 столовые ложки соли и 1 стакан сахара без горки, вот до вот этой каемочки. Получилось у меня 200 грамм. Также забыла вам представить, по желанию можно положить 1 чайную ложку острого красного перца, и я возьму пол чайной ложки черного перца. Для начала нам необходимо нарезать все овощи. Овощи нарезаем в произвольном порядке. Помидоры разрезаю пополам, так, чтобы плодоножка оставалась на одной стороне, видите? Далее срезаю вот таким вот треугольничком. Далее просто нарезаю помидоры кубиками. Сначала на полоски, затем разворачиваю и нарезаю кубиками, вот так. Таким образом нам необходимо измельчить полностью все помидоры. Точно так же измельчаем лук. Сначала разрезаю головку пополам, прорезаю, но не до конца, луковицу примерно шириной 5 мм. Затем разворачиваю и нарезаю вот такими кубиками лук. И точно так же поступаем с яблоком, но предварительно из яблока нужно удалить вот эту сердцевину несъедобную. Таким образом очистили мы яблоко. Далее яблоки нам тоже необходимо измельчить. Я буду нарезать такими же кубиками. В принципе, измельчать все овощи и яблоки можно в произвольном порядке. Вот такая получается соломка из яблок. Таким образом, я сейчас буду развлекаться со всеми оставшимися овощами и фруктами. Затем все нарезанное отправляем в кастрюлю. Все оставшиеся овощи и фрукты я сейчас дорежу, затем вернусь к вам и покажу и расскажу, что делать дальше. Итак, друзья, все овощи и яблоки я нарезала. Почти, посмотрите, полная кастрюля у меня получилась. Дальше все это дело отправляю на огонь. Сначала на максимальный. Когда томаты пустят сок, все это дело у нас закипит. Уменьшу газ до среднего и периодически перемешивая, чтобы ничего не пригорало, варить будем до мягкости яблок. Это примерно 20-30 минут. Все, отправляем на плиту на максимальный огонь. Итак, друзья, как видите, наш будущий кетчуп уже закипает. Томаты пустили сок. Все равно не забываем перемешивать, чтобы ничего не пригорало внизу. И варим. Как только активное закипание произойдет, мы уменьшим газ до среднего и будем варить до мягкости яблок примерно 20-30 минут. Пока будущий кетчуп у меня варится на максимальном огне. Итак, друзья, посмотрите, очень хорошо все закипело. Вот на этом этапе я уменьшаю газ до среднего и засекаю время. Через 20 минут проверим на мягкость яблоки. Нам необходимо, чтобы кетчуп все это время продолжал умеренно кипеть. Варить я буду кетчуп, не закрывая крышку, чтобы сок испарялся, потому что впоследствии нам нужно будет кетчуп уваривать до желаемой густоты. Итак, друзья, с момента закипания у нас прошло ровно 20 минут. Проверяем. Яблочки мягкие стали. Периодически я все это время перемешивала, чтобы не пригорало, да? Далее делаем следующее. Берем блендер и прямо на плите, прям кипящий кетчуп наш будущий перемалываем. Нам необходимо добиться пюреобразную консистенцию. Итак, друзья, посмотрите, я перемолола блендером. Вот такое пюреобразное состояние добилось. И теперь на таком же среднем огне, периодически перемешивая, увариваем кетчуп до нужной нам консистенции. По опыту скажу, что уйдет на это примерно 50-60 минут, около часа. Вот таким образом, значит, продолжаем варить наш кетчуп. Итак, друзья, как только у нас кетчуп начал выпрыгивать из кастрюли, газ я уменьшила
до самого-самого минимума, чтобы вот такое прям легкое кипение продолжалось. И периодически не забывайте перемешивать. На этом этапе в кастрюлю отправляем яблочный уксус. Можно заменить винным уксусом примерно 4-5% крепости. 2 столовые ложки соли, 200 грамм сахара, красный и черный перец по вкусу. Я положу чайную ложку красного, пол чайной ложки черного перцев. Все хорошо перемешиваю и еще буквально минут 5-7. Все, соус наш будет готов. В итоге варился у нас в общей сложности соус ровно 1 час. Смотрите, если вы любите более густой, можно еще подержать на плите. Но для нас вот такая вот консистенция достаточная. Чуть-чуть увеличиваю газ, потому что перестал кипеть наш соус. И через 5 минут уже буду отключать. Все, друзья. Кетчуп наш готов. Вот такой консистенции у меня он получился. Далее кетчуп нам необходимо разлить по стерилизованным банкам. Все, отключаем газ, кетчуп готов. Итак, друзья, банки я заранее стерилизовала в духовке. Значит, чистые вымытые банки поместила в холодную духовку. Разогрела духовку до 160 градусов. Как только она разогрелась, засекла время и в течение 15 минут стерилизовала банки. Что касается крышек, я их просто кипятила в сотейнике с момента закипания в течение 10 минут. Далее берем половник, устанавливаем вот такую воронку специальную для консервации и заполняем банки. Когда заполнили банку, воронку переставляем на другую банку, а заполненную банку закрываем крышкой. Далее берем кухонное полотенце, одной рукой я придерживаю банку, другой рукой я хорошенько закручиваю крышку. Имейте в виду, банка очень горячая. Дальше переворачиваю вверх дном. Таким образом заполняю банки, пока у меня полностью не закончится кетчуп. Чуть позже я скажу, сколько на выходе у меня получилось кетчупа из такого количества ингредиентов. Все, друзья, в итоге у меня получилось из такого количества ингредиентов 4 700-граммовые банки. И вот такое небольшое количество кетчупа осталось. Мы чуть позже с Алексеем продегустируем его на нашем мукбанг-канале. Когда этот кетчуп остынет, я его закрою пищевой пленкой и уберу в холодильник. Что касается наших баночек, закрываем одеялом и оставляем при комнатной температуре на кухонном столе до полного остывания. Итак, друзья, посмотрите, вот такая красота у меня получилась. Посмотрите, какой консистенции получился у нас с вами кетчуп. Нам с Алексеем уже не терпится все это попробовать на нашем мукбанг-канале, куда мы вас всех и приглашаем. Ссылка, как всегда, внизу в описании под этим видео. Ну а это видео, если вам понравилось, ставьте мне, пожалуйста, пальчики вверх, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Нам очень приятно с вами общаться. Это мотивирует снимать для вас еще больше вкусных и интересных рецептов. Огромное всем спасибо за лайки, за комментарии, за пожелания. А также всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Приходите еще, увидимся снова.